Если ты думаешь, что в Мока можно будет играть раз в неделю по настроению и при этом оставаться в топе, ты жестко ошибаешься. У тебя будет окно ровно в 3 дня, чтобы забрать все, иначе твой аккаунт безнадежно отстанет, а топовые награды просто сгорят. Сегодня мы детально разберем абсолютно новую систему экспедиций в открытых мирах, которая полностью перевернет твое понимание фарма и планирование времени в этой игре. Разработчики раскрыли критически важную деталь о структуре новых локаций. Они полностью отказываются от старой ленивой концепции, где ты мог бесконечно сидеть на одной карте и монотонно бить одних и тех же мобов. На смену приходит жесткая, динамичная система ротаций. Миры теперь обновляются последовательно, где каждый день открывается следующий. Как это работает на практике и почему это меняет вообще все? У нас есть окно ровно в 3 дня. На выполнение абсолютно всех квестов и побочных активностей в одном таком мире у тебя будет уходить в среднем около получаса. Разработчики не случайно выбрали именно этот тайминг. Полчаса на мир — это идеальный баланс. Это не выжигает тебя многочасовым гриндом, но и не дает ощущения, что ты зашел в игру просто собрать ежедневные награды и выйти. В интервью Жуан четко дал понять: сейчас команда сосредоточена на том, чтобы базовый геймплей с текущим пулом монстров работал идеально. И вот тут система экспедиции предлагает тебе несколько совершенно разных сценариев того, как именно строить свой прогресс. Тебе больше не навязывают один единственный стиль игры. Благодаря механике 3 дней, в теории ты можешь ворваться в игру, например, на выходных и агрессивно залутать абсолютно все на 3 дня вперед. Тебе не нужно бояться, что пропуск одного дня обнулит твой прогресс, как это бывает в других играх с жесткими ежедневными лимитами. Также такой формат просто золотая жила для стримеров, ютуберов и хардкорных контент-мейкеров. В старой версии игры была огромная проблема. Ты запускаешь стрим, играешь час, и контент заканчивается. Начинается унылое избиение одних и тех же монстров, и зрителям становится просто скучно. С новой системой экспедиции у тебя будет полно активности в любой период времени. Ты запускаешь трансляцию, и у тебя есть четкий план. Сегодня мы закрываем свежий мир, тестируем новое оружие вместе с игроками из чата и соревнуемся. Ротация карт гарантирует, что каждый твой эфир будет визуально и геймплейно отличаться от вчерашнего. Это бесконечный генератор контента, где игра сама подкидывает тебе новые ситуации. Почему Supercell пошли именно по этому пути? Ответ кроется в психологии и удержании аудитории. Если выкатить все миры сразу и оставить их открытыми навсегда, задроты зачистят карту за сутки, упрутся в потолок контента и начнут ныть на форумах, что в игре просто нечего делать. Если сделать миры на один день, игроки взвоют от жесткого фома, то есть страха упущенной выгоды. Один раз не успел зайти и задел, потерял уникальный ресурс, расстроился и забросил игру. Окно в 3 дня — это гениальный компромисс. Оно создает легкое стимулирующее чувство срочности, но не душит тебя. Ты понимаешь, ага, этот мир скоро закроется, нужно успеть забрать оттуда ресурсы для прокачки твоего оружия. Эта механика заставляет сервера всегда оставаться живыми. Куда бы ты ни зашел, в активном мире всегда будет толпа других игроков, потому что все они пришли выполнять свои получасовые задачи именно сюда и именно сейчас. Больше не будет пустых мертвых локаций, где ты бегаешь в одиночестве с ботами. Более того, такая ротация позволяет разработчикам постоянно экспериментировать. Жуан упомянул, что система 3 дней позволяет им вкидывать в ротацию абсолютно новые тестовые биомы. Не понравился игрокам какой-то мир с цыплятами или сложными мобами? Ничего страшного, он просто исчезнет через пару дней и сменится на другой. Это дает разработчикам невероятную гибкость в настройке баланса. Они отказались от расширения миров, так как это просто бы убило подбор. Эта система экспедиции окончательно доказывает, что в нее Мока ты сможешь планировать свое время и четко понимать, когда зайти, какое оружие взять под конкретный мир и как максимально эффективно потратить свои полчаса. А какой сценарий игры ближе лично вам? Будете ли заходить каждый день по чуть-чуть или планируете взрываться спустя 3 дня? Обязательно делитесь своей будущей стратегией в комментариях, мне реально интересно узнать, как наша комьюнити готовится к релизу. Если разбор этой системы был вам полезен, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Покидиш. Спасибо всем за просмотр. Всем пока!